день, Московский вокзал. Добрый день, да. Пристегнетесь? Нет. Ну, в смысле, нет, ну, надо пристегнуться, девушка. Я понимаю, Ну, я не хочу. Я не знаю, как вам сказать помягче, но, к сожалению, здесь дело не в вашем желании, а в безопасности и в правилах. Да мне плевать на эту безопасность. Я так понимаю, у вас какие-то неприятности, но, может быть, мы все-таки для того, чтобы не было еще больших неприятностей, решим эту маленькую задачку. Ну, хотите, я вас сам пристегну, если вам... Не надо, я сама. Опять, ну вот всегда вот так. Ничего не надо. Да, вы расслабьтесь, я вас довезу, и все будет хорошо, вот честно. Я вот сделаю максимально комфортным ваше времяпрепровождение в этом автомобиле. Вы всегда так говорите. Не, ну... Ничего нового не услышу от вас. Как всегда, вот, ну, все ли мужчины вот такие вот, а? Ну... Каждому важно только свое какое-то беспокойство. Чтобы ты был в комфорте, а не кто-то другой. Эгоистичность. Мы не очень, видимо, хорошо начали, но я чувствую вашу боль, скажем так. Как вас зовут, если не секрет? Анастасия. Анастасия. Меня Евгений зовут, очень приятно. Анастасия, не знаю, что у вас произошло, правда, но что бы это ни было, постарайтесь сейчас поменьше переживать, чтобы потом не лечить еще какие-то проблемы, связанные с нервами, здоровьем, стрессом и всем остальным. У меня, вот поверьте мне, смотрите, я вот сейчас вот... У меня очень стрессовая работа, потому что в этом автомобиле в день там оказывается 20 абсолютно незнакомых мне людей, часть из которых испытывают там дискомфорт, трудности, проблемы, еще что-то. И, соответственно, через меня часть этих негативных моментов проходит. Поначалу моей работы я очень сильно возбуждался в негативном плане от того, что, ну, зачем мне это все вообще упало и зачем мне это все нужно, и что работа крайне тяжелая в этом плане, вот в эмоциональном и физическом-то тоже она такая, скажем, на любителя, и в эмоциональном, что ты постоянно вот слушаешь вот эти вот проблемы людей, которые часто еще и агрессивно настроены. И, ну, я уверен, что люди потом отходят, проходит время, а время, как известно, лечит. И происходит так, что люди, мне кажется, потом немного жалеют о том, что они вели себя как-то, ну, скажем, не по-человечьи. Поэтому, Анастасия, Настенька, я вас очень прошу, вы сделайте небольшое усилие над собой, чтобы, ну, немножко, чуть-чуть отвлечься. Смотрите, какая у нас погода замечательная, да, немножко прохладно, но зато солнышко, дождя нет, а в Питере это редкость. Скоро будет заливать. Поэтому давайте искать позитив хотя бы в этом. Ну и плюс, не думаю, что вы на такой машине в такси ездили. Поэтому тоже какой-то приятный бонус, что не на какой-то развалине, а вот на каком-то приятном автомобиле. Ну, я чуть-чуть пытаюсь вас отвлечь, хотя понимаю, что, видимо, проблема серьезная. И я, на самом деле, могу замолчать, если хотите. А если хотите поделиться, поделитесь. Я с удовольствием вас выслушаю, пока едем. Нам ехать просто прилично. Правда? Ну, правда. Очень хорошо, просто как-то даже некому было высказать все свои эмоции. Ну, видимо, это вот буквально сейчас случилось, да, я так понимаю? Ну, проблема какая-то возникла. Дня 2-3 назад. Так. У меня несколько лет назад мама умерла от рака. Блин. Да. Мы с ней были прям очень дружны, такие подружки небольшие, что ли. Все знала обо мне. И я очень сложно переживала этот период. Долго не могла найти себе покоя. И как бы папа, он тоже переживал. Я видела его переживания, но он предпочел как-то отдалиться от меня, уйти в работу полностью. А потом просто в один момент пришел и сказал: я нашел тебе новую маму. Так.
новую маму. Представляете, просто моя родная мама умерла недавно, несколько лет назад, и он сразу же такой: ну, я найду тебе новую маму, привел ее к нам в дом, жил с ней. Она как будто с самого начала была против того, что в новой семейке есть я. Ну, это прям как история Золушки про злую мачеху. Да. Ну, как мужик, как мужчину я могу его понять. То есть, ну, я не то, что я там пытаюсь его сторону занять, но я могу его понять, что, ну да, ну жить-то дальше надо, там, если жена, к сожалению, скончалась, ну, надо как-то дальше существовать, я не знаю. Другое дело, что она, видимо, вас не полюбила, да, вы там как-то не нашли диалог. Не то слово. Каждый раз, просто каждый раз она как-то пихала меня, что я что-то не так делаю, что я просто мешаю им жить. Один раз вот просто у нас стояла ваза в коридоре, очень драгоценная для моего сердца, не знаю, как по стоимости, не оценивала. В порыве злости просто она подбежала ко мне, схватила эту вазу и замахнулась. Я попыталась как-то защититься, просто руку убрала от нее, и она разбилась. И как раз вот, ну, в этот же момент зашел отец в квартиру, увидел это и подумал немного не так, как это изначально было. Он, не разобравшись, просто взял, начал на меня кричать, какая я неблагодарная, какая я вообще мерзкая, противная, почему я не могу принять нового человека в нашу семью. Но я же не против была, что она находилась рядом с нами. Если бы она проявила хоть немного милосердия в мою сторону, я уверена, мы, возможно, бы и поладили. Но отец принял сторону не мою. Короче, это на самом деле все, конечно, не очень. Такая сейчас-то просто накипела или что? Вот вы сейчас-то что у вас за ситуация? Да я просто... Ну, почему вы сейчас так, ну, уже в отчаянии, скажем так, сейчас-то, ну... Да я убежала из дома, просто не брала никакие вещи, ничего, просто надела куртку, взяла первую попавшуюся сумку, и мне, к счастью, оказались Так, а вы сами ушли или вас выгнали? После тех слов, которые он мне сказал, тут даже невозможно как-то напрямую ответить да или нет. Выгнали ли меня или убежала ли я сама. Мне кажется, меня выгнали просто из семьи. Блин, ну, слова поддержки я все равно вам найду. Вы должны пережить этот момент каким-то образом. Я думаю, что отец рано или поздно придет в себя. И бывает, что, знаете, и дамы такие попадаются, которые зомбируют, что ли, да, и тоже там в ушки наговаривают всякую историю. Все равно вы самый близкий человек для него и по крови, и по родству, там, и по всему. Поэтому я думаю, что все хорошо будет, вы не расстраивайтесь. А то, что ушли из дома без вещей, ну это... Так, подождите, так а вы на вокзал едете, вы куда-то уезжать собрались? Да, нет. Я думаю, там перекантоваться как-то. На вокзале? На вокзале? В смысле перекантоваться? Жить там, что ли? Да, я несколько дней жила у подруги, но у нее там парень, сами понимаете, тоже. Да не, ну, Настя, вы сейчас такую вот фигню на самом деле придумываете. Во-первых, на вокзале это, ну, помимо антисанитарии, там вообще что за персонажи-то вы в курсе на Московском вокзале? Я имел бизнес на Невском. Я этот весь пятак, где вокзал находится, очень хорошо знаю. Там просто социальные элементы, наркоманы, бомжи, воры, там, я не знаю, там, и хрен знает кто еще. Вам туда вообще точно не надо. Вам нужно где-то, ну, по-другому как-то вопрос решать. И сейчас ни в коем случае, я даже вас на самом деле особо вести туда не хочу. Вы давайте как-то прикиньте, может, еще у кого-то можно остаться там, я не знаю. Ну, потому что это привет вам будет. Тем более вы на таких эмоциях. Сейчас вам кто-нибудь подсядет, там, добрый кот в уши напоет что-нибудь, и все.
Да, особо и выбора как будто бы нет, поэтому пару дней там с холодной головой решу, что дальше делать. Просто сейчас, наверное, надо, правда, успокоиться, подождать. Не-не-не, Анастасия, это хреновая мысль, я вам честно могу сказать. Давайте мы по-другому поступим. Я просто знаю, о чем идет речь сейчас, да, представляю. У меня это все предстоит. У меня сейчас 2 девочки у самого. Ну, они пока не сильно взрослые, вот, но я понимаю, что я могу столкнуться, опять же, с проблемой отцов и детей, которая ни в одном литературном произведении была обозначена. Вот, и я бы очень не хотел, чтобы у меня такое происходило. Давайте, знаете, как мы сделаем? Я сниму вам хостел на там неделю. Вы там перекантуетесь и примете какие-то больше, может быть, уже и до дома окажетесь. Но на вокзал я вас не повезу. Сейчас я посмотрю, здесь просто где-то по дороге были... Настя, правда, я могу себе это позволить вообще без проблем. Телефон вам оставлю, будут деньги, отдадите, нет, ничего страшного, я переживу спокойно. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, я взрослый и не делаю каких-то опрометчивых поступков ежесекундно. По крайней мере, когда трезвый. Пытаюсь вас немножко рассмешить. Так, нет, давайте так и сделаем. У вас у самих 2 дочек. Ничего страшного, у них нет нужды. Сейчас я остановлюсь. У них нужды нет, у них все в порядке, поверьте мне. И мой семейный бюджет не пострадает. Сейчас, секунду. Я помню, что здесь где-то по дороге. Не надо, правда. Настя, смотрите, вот послушайте меня еще раз. Смотрите. Это не про то, чтобы вызвать в вас обратную какую-то реакцию, чтобы вы там как-то на меня другими глазами посмотрели, еще что-то. Это про реально помощь в сложной ситуации. Вы ее не просите, а я хочу ее оказать. У меня есть возможности. С вас ничего не нужно брать. Вам ничего не надо. Вам надо только вот платочек, чтобы вытереть слезы. Держите. Вот, да. У меня, еще раз вам говорю, все более-менее плюс-минус хорошо. Поэтому давайте мы, мы просто, считайте вы, что сели в нужное такси просто, вот и все. Поэтому, вот здесь по дороге буквально, я ж просто помню, почему, потому что там еще рядом ночлежка, но она не в этом хостеле, а рядом, а я туда регулярно вещи отвожу свои, которые мне которые я не ношу. Зачем вам эта информация, я не знаю. Вообще нет. Все будет хорошо, правда, Настя. Честно вам говорю, вообще без проблем. А будут деньги, я уже сказал, отдадите, не будет, значит, не отдадите, ничего страшного. А первый раз, не первый. Главное, чтобы вам побольше встречались хороших людей в жизни, а поменьше плохих. Спасибо. Пока не за что. Перестаньте. Сейчас здесь остановимся слева, тогда я вас провожу. Вот, и прослежу, чтобы там с вами ничего не случилось нехорошего. Правда, спасибо вам большое. Да. Блин, это же наша работа, как говорится. Да. Так, сейчас, секунду. Мне нужно взять телефон. Там карточка. Так, аккуратно выходите, только что машинка там у нас не... Я, конечно, не могу отвечать за всех родителей, но очень прошу тех родителей, кто меня слышит, смотрит, или будущих родителей, вы поймите, что задача родителя помогать ребенку
то есть твоему близкому человеку, не пытаться его сформировать, как тебе надо, а пускай он формируется, как ему надо, но ты должен, как родитель, помогать ему быть чутче, тактичнее, быть, ну, именно вот, чтобы ребенок твой мог на тебя всегда рассчитывать. Он мог обратиться к тебе в любую минуту и знать, что ты его во всем поддержишь. Понятно, что есть исключения, в которых родитель должен уметь объяснить ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Но кидаться в крайности вообще не стоит. Просто жалеть потом будете. Разорвете отношения с детьми, и все эти вложения эмоциональные, материальные и все остальное никогда в жизни не окупится, и вы будете жалеть, что вы с детьми из-за какой-то херни разошлись. Это все прискорбно. Слава Богу, что у меня есть кредитная карточка, с помощью которой я могу помогать всяким попавшим в беду людям. Надеюсь, все у нее будет хорошо. Понятное дело, что мне не нужны там бабки эти все, слезы, копейки там за этот хостел. Я хочу, чтобы мужичок, который смотивировал ее уход, не знаю, там кто, по чьей она сама ушла или выгнал ее, пересмотри, пожалуйста, свое мнение и будь добрее, набери ее и попроси прощения. Так будет правильно. Я считаю. Поеду отрабатывать бабки за хостел. Вот такой вот план у меня на сегодня. Да. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!